Всем привет, народ, с вами Олег Пазл, и сегодня я вам скажу «Я дебил». Странное начало, не правда ли? Но сегодня мы обсудим тему, которая тревожит многих, а именно то, что сказал министр культуры России, наш министр культуры, который отвечает за культуру, что все те, кто читает комиксы, те дебилы. Интернет встрепенулся, потому что слова были и правда не очень хорошими, особенно если учитывать мероприятие, на котором все это происходило. А происходило это все на открытии международной книжной ярмарки на ВДНХ, где Владимир Мединский заявил: комикс это для тех, кто плохо умеет читать. Я очень плохо отношусь к комиксам. Что такое комиксы? В принципе, как вам сказать, это не еда. Ориентация комикса должна быть на ребенка, который только учится читать, до 7 или 8 лет. Взрослому человеку читать комиксы — это как признаться, что я дебил, я читаю комиксы. Ну, как всегда, культура в России на лучшем уровне, поэтому я предлагаю признаться, что мы все-таки дебилы, и тоже написать в комментариях хэштег «Я дебил». Поддержим, скажем так, Мединского. И покажем, сколько в России дебилов на самом-то деле. Извиняюсь, что сразу начал с политики, это игровые новости, и сегодня анонсировали новый Resident Evil, но не тот, который мы могли ждать и о котором мы мечтали. Не Resident Evil 3 Nemesis ремейк, а кое-что другое. Но сперва давайте еще обсудим одну тему. Роскомнадзор опять вышел на тропу войны, как вы знаете, в октябре-ноябре они хотят вводить локальный интернет в России, что-то такое. И вот сейчас Роскомнадзор выявил политическую рекламу на сайтах Google и Facebook. Как они сказали, что данные действия можно рассматривать как вмешательство в суверенные дела России. Короче говоря, опять-таки намеки на то, что Google и Facebook могут быть заблокированы, потому что они лезут в тему российских выборов, какая-то там реклама, кем-то там замечена. В общем, как всегда, маразм крепчает, а Роскомнадзор в своем стиле. Ну а мы дебилы. Ну, все самые хорошие качества, что есть. Сука, дебил, да. Ну а что касается нового Resident Evil, это скорее всего будет такая штука в жанре Left 4 Dead. Почему я так думаю? Не потому что разработчики мне рассказали или я там где-то увидел геймплей. На самом деле геймплей не показали. Сегодня показали лишь тизер новой игры, где мы видим 4 персонажей, которые врываются в лабораторию Umbrella, и там сидит какого-то хрена тиран, а также Лизун. Видно, что главные герои будут безлицые, скажем так. То есть это и не Леон Кеннеди, и не Ада Вонг, это просто персонажи. И из всего этого можно сделать вывод, что нас ждет кооперативный Resident Evil. Плюс название Project Resistance. Плохо это или нет, я не знаю, но прошлые кооперативные игры Capcom были не очень. Но это вроде выглядит хорошо, если они ударят в грязь после того, как восстановили репутацию Резика 7-й частью, двушкой, ремейком, то это будет очень обидно. Ну, в общем-то, эксперимент. Покажут игру на Tokyo Games Show, это японская выставка, я очень люблю японские игры, там всегда атмосфера какая-то особенная. И, в общем-то, мы увидим там, наверное, геймплей и тоже разберем его отдельно. Сейчас же, смотря на все это, я могу предположить, что это будет такой ответ Left 4 Dead, потому что ниша Left 4 Dead сейчас пустая, и, скорее всего, нам сделают такую игру, в которой мы будем играть 4 персонажами с нашими друзьями и будем просто уровень за уровнем проходить по знакомым локациям, таким как Raccoon City, лаборатория Umbrella под городом, ну и, может быть, из других частей что-то. Тиран уже есть, быть может, и Nemesis появится, там будет какая-то отсылочка к ремейку, кто знает, ждем Tokyo Games Show. Еще из очень важных новостей, сейчас вот читаю, что Last of Us 2 официально покажут 24 сентября. Если вы знаете, Last of Us что-то уже ни слуху, ни духу, и это один из самых, наверное, крутых эксклюзивов, оставшихся для PlayStation 4. Что интересно, дата показа будет происходить за 2 дня до дня, когда началась эпидемия в оригинальном Last of Us. Возможно, они как-то это все приурочили и запустят какую-то ARG-игру, где мы там будем решать пасхалки, квесты. Я бы очень хотел, если честно. В любом случае, геймплей Last of Us увидеть уже хочется. Ну, раз уж мы заговорили о новостях, то стоит сказать, что 2 гения встретились, Киану Ривз и Хидео Кодзима. Это просто новость ни о чем, но весело вроде бы. Ну а Bethesda вместо нового Skyrim, вместо переиздания, ремастера и прочего анонсировали водку Doom, чтобы вы пили, мочили демонов. Не знаю, сколько она будет стоить, вот пишут, что 3600 рублей. 3600 рублей, видимо, по предзаказам в Россию. Не знаю, выглядит вот она так. И, возможно, кто-то из вас еще ждет Red Dead Redemption 2 на ПК. Есть хорошие новости. Существует фанатский ремастер RDR 1. Но есть и плохие новости. Take-Two позвонили его создателю и сказали, типа, все, давай, отменяй, больше, чтобы его не было и не существовало. Пришлось ему отменить, правда, он сейчас хочет с ними судиться, но все равно вот такая вот история, которая, наверное, не очень хороша для парня, потому что он там сколько делал-то. Сколько лет первому Red Dead Redemption? Пишите в комментариях. 1 000 000?
Ну а также хорошие новости действительно для обладателей ПК. В недрах игры Red Dead Redemption 2 все-таки нашли упоминание новой ПК-версии, а именно DirectX 12. DirectX просто сделал это чувак под никнеймом Videotech UK. Сделал он это на форумах GTA Forums, все это опубликовал, вот скриншот. Вероятно, что все-таки Rockstar готовят игру к выходу на ПК. Правда, единственная есть такая версия, что возможно RDR 2 станет эксклюзивом EGS. И я не знаю, нравится вам это или нет. Но на этом, пожалуй, и все. Давайте напишем, что мы все-таки дебилы в комментариях, потому что, видимо, за таких нас считают правительство России, поэтому надо их поддержать. Спасибо, что смотрели это видео. Пусть оно не такое, может, информативное, новостей не очень много, сентябрь довольно мертвый месяц, но октябрь, ноябрь должны быть очень живыми и интересными. Подписывайтесь на канал, вступайте в мой телеграм-чат, там я стараюсь голосовые какие-то сообщения оставлять, но обязательно на инстаграм, сейчас его активно буду вести каждый гребаный день. Поэтому заходите, подписывайтесь везде, понимаю, что не захочется, но мало ли кто-то прям любит мой канал. Спасибо вам, народ, счастливо и всего крутого, пока.